Добрался я до Бергена. Сейчас у меня будет выгрузка. Ну, не в самом Бергене выгрузка, а недалеко от него. Просто так проще обозначать. Берген один из крупных городов Норвегии, поэтому всегда все и говорят: куда едешь? В Берген. Так вот, стою я на такой площадке заснеженной. Начал снег идти ночью усиленно. Ну, сейчас немножко приостановился. 9 утра, но, как видите, у нас мрачно, очень мрачно. И самая суть видео сегодня — это то, что меня вчера транспортники час просто мурыжили, проверяли все, что можно, докапывались до всего, чего только можно. И обо всем сейчас поподробно я расскажу. Ну что, трогаемся. Ага, забыл. О! Выезжаем с этого поля чудеса. Ну, я смотрю, так неплохо тут накидало его, конечно. Но на нашем танке мне такое не страшно. Значит, выгрузка будет немножко у меня такая неудобная. Задом нужно будет сдавать в узком месте и немножко вниз. Поэтому все нужно предельно будет сейчас аккуратно мне сделать. Тихо, не буксуй. Ехать мне здесь недалеко, километров 20, наверное, или сколько. Надо, пора включить мне уже навигатор. Стоял я на стоянке ипподром, у меня целое видео есть с обзором этой стоянки, с обзором удобств. Я не одно здесь видео снимал, поэтому кому интересно, все найдут. Значит, после съемки 52-й дороги впереди меня ждал транспортный пункт перед тоннелем Лердаль 24-километровым. У меня есть видео и про тоннель, и тоже однажды я рассказывал там, как меня проверяли. И, в общем, на этом транспортном пункте постоянно не работают. Я как не еду, они работают. Вечно там, ну, на весы заезжаешь, там что-то спросят, там цепи, посмотрят резину, все, поехал. Но в этот раз не прокатило, и они решили глубже покопаться вокруг моей машины с прицепом. Значит, по весам у меня все хорошо, естественно. Поставили меня на стоянку. Первое, что он мне попросил, открыть правую сторону прицепа. Посмотреть, типа, на груз. Ну, хорошо. Я ему открыл. И тут ему уже перестало все нравиться. В общем, сейчас на выгрузке я вам покажу, как загружен груз. В общем, он ходил, мурыжил, говорит: ладно, типа, закрывай сторону и езжай, проверим тормоза. Думаю, ну ладно, все, я зачехляюсь. То есть я думал, ладно, все, как бы он посмотрел, что много ремней затянуты, и все на этом. Я зачехляюсь обратно, еду уже под навес на тормоза. Он выходит с пакетом на сиденье, на ноги, то есть все. Я убрал мягкий коврик, он одел пакеты, ну, бахилы на ноги, чтобы не наследить мне. И сел сам за руль, поехал по стенду этому, который проверяет тормоза. Значит, проверил он все тормоза, все, тормоза в норме. Хорошо. Начинается дальше. Полез он под прицеп, полазил там, под тягачом полазил. Хорошо, ну это все тянется время. Я стою там, что-то делаю, хожу. Все, вылазит такой: так, ага, все хорошо. Документы все давай. Я ему все документы. Там на прицеп, на тягач, свою лицензию, свои водительские права. Документы, естественно, на груз. До этого еще интересно, что когда я стоял на стоянке, расчехлялся, он тоже обходил по кругу, резину всю смотрел, там всякие такие
я не знаю, то, что обзору попадалось ему, там подушки, возможно, состояние и так далее. И почему-то он задал вопрос, какой регистрации машина была, типа, первой. А я сразу не понял, что он спросил. И сказал ему, да, типа, Эстония. Вот же, типа, номера. Он такой, типа, нет, типа, первая регистрация, типа, ты уверен, что Эстония? А я говорю, не-не-не, я знаю, что, типа, Норвегия, норвежская регистрация. Я не знаю, как он понял это, по каким критериям он понял, что это машина норвежская. И зачем он вообще это спросил? Значит, что еще они проверили? В первую очередь, они проверили расстояние ленивца до ближнего моста прицепа. Вот это вот расстояние они замерили. Я вот, если честно, я не знаю, какое оно должно быть и зачем они его проверяли. И мне как-то информация такая никогда нигде не попадалась. То есть на Вегвесене, на обычной вкладке норвежской, да, на русском языке, которая, там такой информации нету, что у вас там должно быть какое-то определенное расстояние. Да, как-то где-то я это слышал как-то, но никогда не придавал этому значения. Ну вот. То есть, возможно, хотя... Ладно, если бы они меряли полностью всю длину сцепки, да, там, чтобы не было превышения, там, сколько там, в 17,5, по-моему, по Скандинавии, или больше, там, чуть-чуть, я не помню. Вот, а так именно расстояние от ленивца до прицепа. Ну, как бы, интересно, конечно. Ну, да ладно. То есть, полчаса уже прошло, там, 40 минут прошло. Взял документы, ушел, приходит. Приходит, говорит... Все хорошо, но надо решать проблему с грузом в прицепе. Бля, я думаю, ну так зачем я зачехлялся тогда вообще? Или сразу можно было как-то это решать? Ну да ладно, я расчехляюсь опять. О, куветик. Где припарковался, там и остался. Ну, это удачно, он просто съехал с дороги и все. Так, подъезжаем к нашей ужасной выгрузке. Еще там проблемка такая, что нужно вставать будет нам очень вплотную к кустам и бордюру, так как там территория узкая, а пачки длинные. И вот хорошо, что выгрузка, и ты знаешь, куда ты едешь. И что тебя ждет. Меня это всегда очень радует. Так, вот наш поворот. Слушайте, сразу можно, в принципе, мне отсюда задами заехать, да? Чё мне голову ломать? Я так и сделаю. Сейчас я туда задом сдам. Место позволяет. Я просто раньше, когда снега не было, немножко делал по-другому. Я туда заезжал и отсюда задом поворачивал сюда. Вот. Это первый раз было, а второй раз я там развернулся, сюда выехал и сдал назад. Ну и там как-то машин было побольше. И максимально нужно стать к бордюру. Я, наверное, перегнул немножко. Можно нам смело протянуться вперед. Чтобы я тягачом сейчас не шоркал по этим камням. Там обочина такая, она суровая. А жопа-то у меня длиннее, чем... Ну, вот зад, который выпирает на трехоснике, он, естественно, будет больше за счет одного моста.
Это нужно учитывать. Так, наверное, что-то переборщила я, да? Надо посмотреть, пройтись. О, да, я чересчур уже переехал по бордюрам. Так, а что там? Я еще по бордюру еду? Или нет? Саня. Алло. Алло. А, пропущено все. Ага. Здесь вообще вот так у нас. Но я на дороге еще. То здесь снега они навалили просто до хрена. Значит, придется его помять, этот снег весь. Еще больше отодвинемся тогда. Ну, в этот раз 100% уже нормально. Thank you. We start in 20 minutes. Окей. Just open and we will come. Ага. Пока есть у нас 20 минут, расчехлюсь я. Сниму ремни и расскажу вам, покажу, что же транспортники хотели от меня. Вот что мы имеем. Груз, как видите, разделен на две части. Первая половина прицепа и вторая половина прицепа. И здесь вот смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 ремней. Два из них прокинуты мимо четвертого ряда, то есть, да. Ну, все вроде бы как четко. Еще бы в идеале, конечно же, можно было 2 ремня, например, крайних вот этих, и с той стороны еще через здесь пропустить, да, вообще. Но в целом все ремни затянуты четко. То есть, да, вообще, то есть ни один не болтается, ничего, все хорошо. Сзади еще тоже, видите, отступ есть небольшой. Ну и здесь транспортнику не понравилось, что здесь зазор. То есть здесь груз, в его понятии, должен стоять был вплотную к этому грузу. В это время сыпанул снег у меня. Ладно, значит, что он хотел от меня? Он хотел, чтобы я сделал растяжку отсюда, например, где-то даже, может быть, отсюда брал, да? Туда перекидывал. И с той стороны затягивал, да? Еще это кто-то должен был мне придерживать вот это все дело. Я по один это просто, ну, я не сделал бы. Я не знаю, как я это сделал бы один. Ну, там, с помощью как-то там 1000 движений я бы это, конечно же, сделал. И, то есть, с той стороны то же самое сюда. Вот. Но он сказал сделать
крест. Я ему сделал крест. Пожалуйста, чем тебе не крест? Все, крест. Вот. Ну, то есть пошел я на дурачка такого, понимаю, что реально, то есть, ну, груз здесь никуда, он не уйдет, он никуда здесь не денется. И просто я какой-то херней буду сейчас заниматься ночью на морозе, блин, и вообще это не надо абсолютно. И все, я ему начал рассказывать про ремни, про то, что это так надо и так далее и тому подобное. Он пошел посовещался и сказал, что ладно, хер с тобой, все равно тебя не переубедить и не исправить, поэтому едь нахер отсюда. Значит, спросил, сколько цепей, и напомнил мне про то, что, ну, я ему сказал сразу, у меня 9 цепей, 9. Он такой, типа, каких цепей у тебя? Вот, я ему давай рассказывать, что, говорю, у меня есть целых 2 таких, да, 4 туда и все остальное туда. Там я запнулся, потому что я забыл, сколько я говорил, и чтобы получилось 9, в общем. Ну да ладно, он такой, так, сюда типа 1 нужна. То есть вот вам еще передаю слова транспортника норвежского. Сюда 1 цепь, то есть с той стороны она одевается, с пассажирской стороны. Сами подумайте, почему. Сюда должно быть 4 цепи, и сюда на прицеп 2 цепи. Итого 7. Хорошо, дальше идем. На елку он докопался до моей елки, говорит, Крисмас туда-сюда, но, говорит, проблем. Обзор типа закрывает. Я ж ему рассказываю, говорю, зеркало не закрывает с моей с водительской стороны. Здесь не закрывает, а здесь стойка. Она за стойкой стоит, поэтому все нормально. Он такой, да, ну ладно, хорошо. Пойдем дальше, говорит. Покажу тебе, где твоя проблема. И вот то, что он заставил меня исправлять. Значит, здесь, вот тут у меня тросик торчал, и он прямо вот здесь вот у меня лежал. То есть там язычок, чтобы седло рассоединить, язычок, и вытягиваете, да, ручку. И, короче, тросик был слишком длинный, ему это не понравилось. Вот. И когда он отдавал мне документы, он отдал мне документы и говорит, я хочу, чтобы ты это исправил. Заезжай на стоянку, типа, и пизду исправляй. Ну, хорошо, ну. Я остановился, пошел, обмотал вокруг ручки этот трос и затянул его стяжкой, чтобы он никуда не болтался. Все, я больше там не ходил, никуда не отмечался. Документ, так как он мне отдал, я собрался и уехал. Все. То есть они посмотрели примерно по камерам, ну, он что-то там ковырялся, что-то делал. Возможно, сделал, пускай едет. Все, я поехал. Час. Сколько у меня это заняло? Все, где-то 1:20. Вот меня мурыжили. 1:20, ребята. Что еще? Конечно, проверили все, все, что можно было под низом. То есть нигде ничего не должно было течь. То есть капать, воздух не должен ниоткуда травить. Проверили все тормоза, каждый мост по отдельности. То есть все они проверяли на торможение, на ручник. Все как положено. Значит, световая тоже все посмотрели. Все, вот они ходили, вот действительно так вот они ходили вокруг машины, как я сейчас хожу. Туда это я не пойду уже. Вот, и искали, смотрели, где что колупнуть, где что отвалится. Но ничего не отвалилось. Поэтому я говорю, у меня вот этот пост, который перед тоннелем, каждый раз у меня что-то там происходит. Все они хотят меня досмотреть и проверить. Ну, в целом, все как бы по факту, да. Действительно, таких, ну, такого, чтобы там что-то там, у тебя там грязный номер, там, заснеженный там, или что-то еще было, нет. Хотя у меня его не было, у меня его видно. Это сейчас в Бергене потеплее было, он оттаял у меня. Я его снегом прочистил. А так, то есть тоже там фары могли бы доколупаться. Что они у тебя грязные должны быть, они у тебя там чистые. Нет, здесь им это все не интересно, то есть... Первичное, да, что они начали, они сразу начали смотреть состояние резины, но они видят, что новая, да. Ну, что тут уже сказать. Снежинки есть, ленивец посмотрели, тоже ленивец у меня в порядке. К прицепу они более тщательно подошли, резину начали рассматривать. Вот, посмотрели снежинки, все есть. Протектор глубокий, хватает, все хорошо. Верхняя, самая интересная пачка, сейчас, чтобы она вылезла из-под крыши. Крыша у меня здесь не поднимается. Давно уже. Когда-то поднималась.
Нормально, расстояние хорошее. Он сдвинул, этим погрузчиком сдвинул пачку сюда, и сейчас другим погрузчиком, специальный, который, чтобы он мог здесь с пачкой это разворачиваться, получается. Ну, сейчас все увидите. Это будет попроще. Здесь, с этими, здесь, так как место уже, здесь вот этот сарай стоит, то здесь потяжелее выгружать. А я тем временем почистил фары. Нижнюю люстру тоже почистил. Надо как-то верхнюю почистить. Добраться до нее еще. Ну вот и хорошо. Остальные уже дело наживное. Штраф дали за то, что отсутствовала вот этот вот язычок, за который зацепляется цепь. На двух цепях у него не было этого язычка. 300 евро за 2 цепи. И еще 300 евро за 2 цепи. Я где-то вам показать, где у меня есть такая цепь. Наверное, с той стороны. Так, ты не отсюда вообще. Так, здесь у меня еще место, в принципе, если все аккуратно сделать, то влезет что-нибудь. Значит, цепь была у него такого типа. Это на прицеп или на переднее колесо. И значит, вот эти вот крючки ему не понравились просто. Он сказал, что это уже ремонтированная цепь, и эти крючки не выдержат, когда машина начнет ехать на цепях, что эти крючки не выдержат. И все. На 2 цепях ему не понравились крючки, и 300 евро штраф. Ну, короче, за цепь 150 евро. За одну цепь 150 евро за ее отсутствие и за ее... В общем, если она порвана или что-то с ней там не так, им кажется, или ее отсутствие, 150 евро за цепь. За колеса, если память не изменяет, за одно колесо, по-моему,
то ли 200, то ли 250 евро. Если оно не соответствует зиме. На нем отсутствует снежинка с горкой. Где наши снежинки с горкой? Вот у меня снежинки-то куча их здесь. И где-то есть значок, вот он. Значок. Снежинка, трехпиковая гора, именно трехпиковая. Раз, пика, два, три, и снежинка внутри. Вот, должно быть такое. Ну, естественно, глубина протектора. Это я именно говорю, как они смотрят, чтобы резина соответствовала. Вот у меня наварка, да, ведущая. То же самое, М+С, снежинка, трехпиковая гора. Все соответствует. Но это для транспортников. А лично для вас вот это, оно должно быть, но оно не означает, что у вас зимняя резина. Такая херня и есть на прицепных колесах. Но если вы такой протектор поставите на ведущую ось, то у вас машина никуда не поедет. Вот он. Протектор зимний, настоящий. Хороший. Ламель, мягкая. Все как положено. То есть здесь не докопаться до этой резины. И она очень хорошо себя держит, так как и передок у меня. Передок отличный. С прорезями все как положено. Но не самый лучший передок. У меня бывал и получше. Вот вам пример я такой вставлю, покажу. Это мишленовская резина зимняя, передняя. Она мне просто зашла. На ней тягач идет туда, куда ты ему скажешь. Вот так. Так вот, о чем я хотел сказать про транспортников. В общем и целом, норвежские транспортники, это на данный момент, всех, кого я встречал в разных странах транспортников, это самые лояльные, самые адекватные транспортники. Первая причина почему? Потому что у них в первую очередь ихняя структура вся вот эта Вегвесен, она вас не наказывает сразу. Она вам показывает на недочеты, и которые нужно устранить. Если в той же Польше, в Германии, там, в Беларуси, в России вам сразу начинают лепить просто штраф. Вот, ну, в России просто бабла хотят содрать, в Беларуси просто, чтобы для галочки, чтобы выслужиться. Вот, а в Германии и в этих всех западных странах в них больше наказуемо сразу, то есть надо по максимуму водителю все это самое, то есть здесь нет, здесь все, что требуют транспортники, да, у них все расписано. Для зимы у вас должны быть исправные тормоза, резина, цепи, все. Это главное. И хорошо закреплен груз. Главное, да. Всегда смотрят по весу груза, по какой это груз. То есть тоже нету там такого, что там, например, там у вас 8 ремней на весь прицеп, да, и они просто так вам штрафы. Нет, они посчитают. Нагрузка на стенку, там, нагрузка на борта и так далее, если они у вас есть. То есть они все это суммируют полностью. И потом тоже вам могут сказать, ну, вероятнее даже всего вам так скажут, что так, давай-ка ты накинь здесь еще один ремень, и здесь один ремень накинь, и все хорошо, и можешь ехать. И штраф вам не дадут. Да, когда вас остановят, у вас ни одного нету ремня на 30 тонн, естественно, ребята, вы получите просто по самые уши. То есть это суровейшее нарушение. В Норвегии считается все, что связано вот с безопасностью, то есть вот за это они сразу вам выписывают штрафы. То есть все, что вы, опять-таки, резина, цепи, тормоза, это тоже основное, вам за это сразу будет штраф. Вас сразу заставят переобуваться в Норвегии, например, если у вас резина не соответствует. Если у вас там, видите, если у вас вообще нету цепей, вы приехали без цепей в Норвегию, вы их купите у транспортников, вам привезут там по хорошим ценам, там за 1500 евро одну цепь. Вот. Поэтому, как бы, правила небольшие. Главное, что мне нравится, это нету никакого... нету напряга с режимом труда и отдыха. Я сейчас 2 раза за 2 недели нарушил по 20 минут время вождения. Непрерывное время вождения. Вчера так вышло, что начались ремонты дорог. Паркинг был один забитый, я поехал дальше. Я написал распечатку. То есть, ну, когда у вас больше 10 минут превышения, лучше написать распечатку. То есть, я написал, что ремонт на дороге, маршрут, ВОЗ, Берген, то есть города, между какими это все происходило, время проблемы, с какого по какое это происходило. У меня вот больше часа вышло. Я написал, что вот сколько я там нарушал. Но нарушил я 28, по-моему, минут. Все. Проблема паркинг, медленное движение. И, ну, за почти за 30 минут, как бы, поругают, покажу распечатку, и все хорошо. У меня было уже такое, при этом на этом же транспортном пункте
Несколько было таких нарушений маленьких. У меня даже, ну, они пошли, значит, сняли данные и ушли. Вот он приходит, говорит, слушай, вот здесь у тебя есть, тут вот, смотри, тут 10 минут, там, а тут вот 15 минут, так как бы. Я говорю, да у меня есть распечатка. Он такой, да не, типа, не надо, все хорошо, но просто так, типа, старайся так, типа, не делать. Вот, ну так, ну, вот. И все, я поехал. В этом плане в Норвегии именно вот круто с транспортниками. В Швеции, что по Швеции, да? Я вам честно скажу, в Швеции Таху у меня проверяли один раз за 5 лет. Да, может быть, я фартовый такой. Ну, как есть, так есть. И то это было в районе Хельсинборга. А где везде проверяли севернее Швеции, им похер была тоже эта Таха. Они смотрели вес, значит, по осям, чтобы у вас все было хорошо, как закреплен груз, не везете ли вы контрабанду. Ну, вот такое вот техническое состояние машины и прицепа тоже. Вот как-то так, в общем, ребята. Поэтому идите работать все в Скандинавии, и все будет у вас хорошо. Не надо будет считать там какие-то, высчитывать, выдумывать, там голову ломать, там, я 5 минут переехал, ужас какой там. То есть там, ну, в Европе большинство так вот трясется за это время. Вот. Здесь все, зима наступает, как говорится, зима все спишет. Все косяки она просто списывает. Потому что они все прекрасно понимают. Я как-то уже говорил, что зимой, ну, знаете, 30%, может быть даже и больше паркингов, таких лесных паркингов, где, например, просто будет туалет или вообще ничего нету, они просто заметены снегом, туда не заехать. То есть паркингов становится меньше в 3 раза по всей Скандинавии. Вот, поэтому всегда мы тянем уже до каких-то больших крупных паркингов. Как сейчас, у меня, я знал, что есть ипподром, где душ, туалет, и я туда нацеленно ехал туда с нарушением. Поэтому никаких вопросов у норвегов не будет ко мне. Если они и будут когда-нибудь, любой штраф, я ни от кого это скрывать не буду, все штрафы, я про все штрафы буду рассказывать. Вот первый у меня был за перевес, и то как бы не моя вина, мне работодатель это все оплатил, все хорошо. Вот. И все, если будут какие-то личные мои штрафы, там, за ремень, кто мне там пишет, что я там не пристегиваюсь, там, за скорость, за все что угодно, то это штрафы мои, я их буду оплачивать сам. Вот и все. Поэтому, ребята, всем удачи, до новых встреч, и ставьте лайки, и пишите свои вопросы. Пока. Буквально только что опять контроль, загорелись знаки. Это здесь, в районе Бергена. Я уже пустой, то есть еду. И, значит, заезжаю на контроль. Сразу говорю, то есть, ну, они видят, что пустой, ленивец поднят. Я говорю, у меня есть... Вчера был контроль в Лердале. Говорю, полный контроль. Они такие, да, типа, ну хорошо. В это время второй уже в планшете проверяет эту информацию. Ну, а пока первый спрашивает, типа, не спрашивает, вначале говорит, типа, у тебя резина, типа, крутая, типа, все такое. Говорит, сколько цепей? Я говорю, 9. Он такой, типа, вообще, типа, круто. Вот, и второй уже в планшете нашел, что у меня вчера был контроль, и все. Типа, мне, have a nice day, bye. Вот, и все, я по газам и поехал. То есть, вот здесь тоже такая есть... Если у вас несколько дней там прошло, может быть даже неделя, в принципе, ну, вы говорите, у вас был контроль, вас останавливаются там через несколько дней, вы говорите, что вот тогда был контроль. Они зайдут, посмотрят, были ли какие-то нарушения, если ничего там не было, все хорошо, то вас отпустят. Вот, все, у меня как бы все стояло хорошо отмечено, и поэтому ко мне вопросов никаких нету, и проверять мне нету смысла второй раз. Вот так.